Жизнь. Основное понятие философии и биологии. Активная форма существования материи от рождения до смерти, которая в обязательном порядке содержит в себе так называемые свойства живого. Совокупность физических и химических процессов, протекающих в организме, позволяющих осуществлять обмен веществ и деление его клеток или размножение. Что такое жизнь? Для чего она вообще нужна? Не просто жизнь отдельно взятого человека, личности, а жизнь вообще. От сложнейших высокоорганизованных организмов до мельчайших бактерий и даже до вирусов и отдельных цепочек РНК. Какую роль она выполняет во Вселенной? Является ли она случайностью, ошибкой, забавным глюком химических реакций, уникальным багом, или же она неизбежна, как неотъемлемая часть нашей Вселенной? Для чего материи нужно существовать в активном состоянии? Разве мало ей случайных, но при этом мощнейших состояний химических реакций, происходящих, например, в недрах планет или звездах? Для чего нужно осуществлять этот самый обмен веществ, деление клеток и размножение? Для чего нужна эволюция и почему неизбежна смерть? Какой в этом смысл? Вы на канале «Эпоха недоверия» с Михаилом Калмыковым. И это третья серия из цикла «В чем смысл жизни?». И если вы не смотрели две предыдущие серии, то многое может показаться вам непонятным или нелогичным. Что ж, я вас предупредил. В прошлой серии мы с вами много внимания уделяли тому, как могла образоваться жизнь в естественных условиях. И условия появления, скажем прямо, непростые. Также мы с вами разобрали некоторые манипуляции ученых, подменяющих понятия, объясняющих естественным отбором те моменты, где его в принципе нет и быть не может. Закончили тем, что выяснилось, как электрические поля обладают способностью буквально одевать на себя материю. И к этому мы сегодня обязательно еще вернемся. Но для начала хотелось бы сделать дополнительный акцент на еще одну очень важную особенность жизни. Это ее энергетику. Я имею в виду энергию, которая расходуется живыми организмами на свои химические процессы. В прошлой серии я уже говорил, что для любых действий молекулам РНК или ДНК, белкам, ферментам, прочим органеллам требуется энергия. Она расходуется буквально на все процессы, начиная от расплетания цепочек ДНК, копирования этих участков, создания новых, разложения на составляющие элементы ненужных, для передвижения и доставки готовых белков в нужное место. Буквально для всего. Для каждого мельчайшего шага требуется энергия. И чаще всего в виде электричества. Как обычного электротока, так и загадочного статического электричества. И эта самая энергия вырабатывается при распаде молекулы АТФ – аденозин-трифосфорной кислоты. Молекулы этой кислоты и ее остатки находятся в организме буквально везде. Буквально каждая цепочка, каждая ступенька молекулы ДНК или РНК соединены с помощью молекулы АТФ и сахара рибозы или дезоксирибозы. Без этой самой АТФ жизни просто не существовало бы. Ни одна молекула ДНК или РНК и прочие просто не сдвинулись бы с места. Это как бензин для автомобиля. Без этой молекулы весь организм мертв. Но в прошлой серии мы с вами выяснили одну любопытную деталь. В природе эта самая молекула почти не существует. А если где-то и синтезируется случайным образом,
то почти сразу распадается. Единственный способ получить эту самую молекулу – это синтезировать ее в самой клетке, что, собственно, и происходит абсолютно во всех живых организмах на нашей планете. И вот это тоже очень интересный нюанс. Как это происходит? Знакомьтесь, митохондрия. Это одна из так называемых клеточных органелл, важная часть живой клетки, целый завод по производству молекул АТФ. Некоторые называют ее клеточной электростанцией. Именно потому, что там производятся в промышленных количествах эти самые батарейки, источники питания для работы абсолютно всех процессов. Количество митохондрий в клетке может очень сильно отличаться. Где-то может быть 1, 2 и более митохондрий. Зависит от того, насколько сильное энергопотребление у органа. Например, в одной клетке печени число митохондрий может превышать 2000. Это вполне объяснимо. Печень – это один из самых энергопотребляющих органов, который непрерывно производит массу необходимых для жизнедеятельности организма процессов. Производит огромное количество белков, холестерина, усваивает и перестраивает жиры, обезвреживает токсины, усваивает углеводы и разлагает отслужившие свой срок клетки, например, эритроциты крови. Для всего этого нужно огромное количество энергии. Эритроцит же, напротив, вообще не имеет митохондрий. Они ему не нужны. Срок жизни эритроцита невелик, всего 3-4 месяца. И всю свою жизнь он движется по инерции внутри кровяных сосудов. Работу производит за счет атомов двухвалентного железа, которые переносят по организму кислород и выводят из него диоксид углерода. Никакого производства в эритроцитах нет, поэтому молекулы АТФ им по факту не особо и нужны. А следовательно, не нужен и завод по их производству. Но это скорее исключение из правила. Подавляющее большинство других клеток так или иначе занимаются производством, а потому завод по производству АТФ им жизненно необходим. Кстати, считается, что митохондриальная ДНК передается только по материнской линии. И в целом это действительно так. Однако это не непреложный закон. У некоторых насекомых или моллюсков, например, пчел или мидий, митохондриальная ДНК передается по отцовской линии. И даже у человека нет-нет, да и случаются исключения. Согласно исследованиям 2018 года было установлено, что иногда митохондриальная ДНК может передаваться и от отца. Это исследование опубликовано в уже упоминаемом в прошлых сериях научном журнале PNAS от 26 ноября 2018 года под названием Biparental Inheritance of Mitochondrial DNA in Humans, или по-русски двуродительское наследование митохондриальной ДНК у людей. Все дело не в каком-то непреложном законе сохранения исключительно материнской ДНК в митохондриях, а в банальном отмирании отцовских митохондрий после оплодотворения. Ведь для оплодотворения в яйцеклетку поступает только ядро, а все остальное, в том числе и митохондрии отца, просто погибают за ненужностью. Однако существуют мутации, которые позволяют отцовским ДНК выжить, и тогда они сохраняются в митохондриях потомка. Но мы отвлеклись. Итак, основной и главный поставщик молекул АТФ для жизни организма производится в митохондриях. Однако это правило работает в основном только для клеток эукариотов, то есть клеточных организмов, содержащих ядро. Во всяком случае, ранее считалось, что наличие митохондрий свойственно исключительно им. Однако в 2016 году чешские ученые обнаружили первый простейший организм, имеющий ядро, но при этом полностью лишенный митохондрий. Впрочем, это исключение. Само одноклеточное является симбионтом, живущим в кишечнике насекомых или змей, так что, скорее всего,
оно получает все необходимое, в том числе и АТФ, от них. На крайний случай у симбионта есть способ вырабатывать молекулы АТФ без митохондрий, правда гораздо медленнее. Так или иначе, это исключение из правил. Почти все организмы, содержащие клетки с ядрами, имеют в составе клеток митохондрии. Но существуют и безъядерные прокариоты, внутри клетки которых нет ядер и нет митохондрий. Это в первую очередь огромное количество бактерий и архей. Как же вырабатывают для себя молекулы АТФ они? У них процесс протекает прямо в цитоплазме, и для синтеза АТФ используется энергия, освобождающаяся за счет окислительных процессов, например, брожение или реакция превращения кофермента А в янтарную кислоту. После протекания всех процессов АТФ накапливается прямо у них в цитоплазме клеток и потребляется по необходимости. При этом скорость синтеза новых нуклеотидов и, соответственно, рост всего организма у прокариотов в 10 раз выше, чем у эукариотов. Некоторые бактерии способны к фотосинтезу, поэтому львиную часть энергии для протекания процессов и синтеза, даже той самой АТФ, дает Солнце. Точно так же Солнце дает энергию для фотосинтеза у растений. То есть по факту в случае с растениями энергия обходится во много раз дешевле, практически на халяву. А у животных, насекомых, запас энергии напрямую от Солнца почти невозможен. Нужна полная автономность. Поэтому используется гораздо более сложный процесс, который и сам по себе расходует много энергии. Из-за этого и скорость синтеза новых белков, цепочек ферментов и вообще роста организма раз в 10 ниже. И называется этот процесс цикл Кребса. Насекомых запас энергии напрямую от Солнца почти невозможен. Нужна полная автономность. Поэтому используется гораздо более сложный процесс, который и сам по себе расходует много энергии. Из-за этого и скорость синтеза новых белков, цепочек ферментов и вообще роста организма раз в 10 ниже. И называется этот процесс цикл Кребса. Цикл Кребса. Вы никогда не задумывались над простым вопросом, почему мы вдыхаем легкими кислород, а выдыхаем углекислый газ? Для чего вообще нужен кислород и почему на выдохе к нему присоединяется углерод, который мы вообще-то потребляем вовсе не через легкие, а с твердой и жидкой пищей? Зачем выводить из организма кислород и углерод, которые, с одной стороны, должны уметь раскладывать на отдельные молекулы те же рибосомы, а с другой стороны и кислород, и углерод являются важнейшими строительными кирпичиками организма. Из них состоят абсолютно все белки и нуклеотиды. Почему бы организму попросту не использовать их повторно в работе и росте? Так или иначе, за этот процесс отвечает так называемый цикл Кребса, или, как его еще называют, цикл трикарбоновых кислот, или еще проще, цикл лимонной кислоты. И происходит он полностью внутри клетки. У эукариотов в митохондриях клетки, а у прокариотов прямо в клеточной цитоплазме. Помните, в прошлой серии я рассказывал, насколько тяжело самостоятельное образование всех составляющих простой ДНК или РНК, насколько невозможен процесс самостоятельного появления самокопирующей рибосомы. И как ученые просто перескакивают в своих лекциях эти неудобные детали. Так вот, все это цветочки по сравнению с процессом синтеза молекул АТФ, без которых, как мы помним, ничего работать не будет. А в свободном виде, в неживой природе, их нет. Так вот, для того, чтобы эти самые АТФ появились на свет, происходит следующее. Сначала глюкоза преобразуется в глюкоза-6-фосфат. При этом расходуется одна молекула АТФ,
то есть она к этому моменту уже должна иметься в наличии. Затем фруктоза 6-фосфат преобразуется в фруктоза 1,6-бифосфат. И при этом расходуется еще одна молекула АТФ. То есть их изначально должно быть уже две. На третьем этапе две глицеральдегид-3-фосфата превращаются в 2,1,3 бисфосфоглицерата. И вот тут уже в результате появляется от 3 до 5 молекул АТФ. На четвертом этапе полученные две молекулы 1,3 бисфосфоглицерата превращаются в 2,3 фосфоглицерата. И снова выходят две молекулы АТФ. На пятом этапе две молекулы фосфенол-пируват переходят в две молекулы пируват, образуя еще две молекулы АТФ. На шестом этапе 2 пируват преобразуются в 2-ацетилкофермент А. На седьмом этапе изоцитрат преобразуется в альфа-кетоглутарат. На восьмом этапе альфа-кетоглутарат превращается в сукцинилкофермент А. На девятом сукцинилкофермент А преобразуется в сукцинат. На десятом сукцинат превращается в фумарат. На 11-м малат превращается в оксалоацетат. И затем цикл повторяется снова. При этом образуется около 30 свободных молекул АТФ, при условии, что две у нас были изначально. И вот во время этого самого процесса происходит в том числе окисление углерода до СО2 и последующий вывод его через легкие выдыханием. Я специально не стал сокращать и зачитал вам как можно более полный список операций, необходимых для получения АТФ. Примерно то же самое происходит и у растений, с небольшой разницей в процессе ввиду отсутствия митохондрий в их клетках. А теперь, когда вы прониклись масштабностью технологического процесса, давайте вернемся к разговору о том, что РНК и ДНК могли спонтанно появляться и эволюционировать в каких-то природных геотермальных источниках или возле глубоководных вулканов. Это не важно. Ведь для того, чтобы всего лишь два нуклеотида соединились в ступеньку РНК или ДНК, им просто необходима молекула АТФ. Жизненно необходима. И не только потому, что она дает энергию для порождения процессов, но и попросту для того, чтобы их склеить. Она находится внутри нуклеотида, в ее составе. Точнее, хвостик этой молекулы, который так и называется – остаток фосфорной кислоты. Получается, что одновременно должны были появиться не только комплектующие части ДНК, азотное основание, и сахар, рибоза или дезоксирибоза. Не только молекула АТФ, но и целый производственный цикл, который их создает. Хорошо, дадим эволюционистам еще один шанс. Ведь история жизни на Земле, по их утверждениям, началась не миллион лет назад, не 250 миллионов лет, когда появились первые динозавры, и даже не 540 миллионов лет назад, когда появились первые одноклеточные. Современная палеонтология считает, что первые одноклеточные организмы появились аж 2 миллиарда лет назад, причем уже тогда они обладали ядром. Но и это не предел. 2 миллиарда лет назад или около того произошел так называемый кислородный взрыв, который уничтожил всю биоту, существовавшую на тот момент и давшую начало организмам, дышащим кислородом. А до этого тоже была жизнь. Одноклеточная, но не использовавшая кислород в свободном виде, поскольку на планете его попросту не было. Ну, почти. Поэтому логично предположить, что эти организмы резко отличались по своему строению от современных. Может быть, они использовали другой источник энергии. Может быть, у них было другое устройство ДНК, другие азотистые основания, нуклеотиды, неизвестные сейчас. Но разве можно узнать, какие из бактерий жили больше 2,5 миллиардов лет назад? Как ни странно, можно. Более того, некоторые из них
сохранились до наших дней, живут и здравствуют. Эти бактерии часто называют анаэробными, поскольку они до сих пор не используют для дыхания кислород. Их процесс фотосинтеза называется аноксигенный фотосинтез, и в нем вместо кислорода используются сера, сероводород и тиосульфаты. Но, как ни странно, ДНК у этих организмов состоят ровно из тех же 4 оснований, что и у всех остальных живых существ, из тех же сахаров и используют ту же самую, не встречающуюся в природе молекулу АТФ. Более того, тиосульфаты, использующиеся этими организмами, тоже в природе в свободном виде не встречаются. Только в виде органического синтеза этими самыми бактериями. Получается, что какую бы форму ни принимала жизнь за все эти последние 3-4 миллиарда лет, ее основа абсолютно неизменна. Это азотистые основания, сахара и АТФ, и всего 5 атомов, составляющих основу ДНК, РНК или белков. Это водород, углерод, кислород, азот и фосфор. Все остальное может меняться и добавляться, как говорится, по вкусу, в зависимости от условий. Например, сера, железо, медь, кальций и прочие элементы. Но основных всего 5. Живое и мертвое. И так получаются интересные вещи. Во-первых, несмотря на то, что для появления жизни случайным путем не хватит времени всей Вселенной, тем не менее она появилась. Это факт номер 1. Неоспоримый факт. Во-вторых, несмотря на то, что компоненты, из которых она, жизнь, состоит, не могут появиться одновременно в одном и том же месте, несмотря на то, что даже для простейших операций самокопирования требуется источник энергии, синтез которого сам по себе сложнейший процесс, и он, само собой, не встречается в свободном виде, он, тем не менее, появился. Причем одновременно с остальными молекулами и в том же месте. Это факт номер 2. В-третьих, жизнь появилась более 3 миллиардов лет назад, уже в начале палеопротерозоя, то есть 2,5 миллиарда лет назад произошла кислородная катастрофа, которая насытила атмосферу Земли свободным кислородом. И произошло это благодаря работе бескислородных анаэробных бактерий, которые к тому моменту полностью заполнили Землю в таком количестве, что выработали сумасшедшее количество кислорода, которое их и убило. То есть от даты 2,5 миллиарда лет минусуем еще, скажем, 500 000. Итого жизнь появилась минимум 3 миллиарда лет назад. А это значит, что жизнь появилась чуть ли не мгновенно с момента образования Земли. Ученые прекрасно понимают, что это какие-то прям фантастические цифры, поэтому ищут способы обхода математически нулевых шансов появления жизни. Как мы выяснили в прошлом фильме, считается, что естественный отбор помогает преодолеть эту математическую невозможность и ускорить процесс появления жизни, чуть ли не до мгновенного. Однако мы с вами видим, что это не более чем манипуляция, поскольку для естественного отбора нужен либо сторонний разум, этот самый отбор контролирующий, либо способ записывать успешные варианты. А мы с вами уже знаем, что до появления самокопирующих рибосом и механизма производства АТФ его попросту нет. Совсем. Поэтому естественный отбор не работает. Также мы с вами узнали, что на атомарном уровне нет никаких газов, жидкостей или твердых тел. Есть лишь отдельные атомы, которые связываются, либо не связываются друг с другом валентными связями, образуют или не образуют кристаллические решетки или полимерные молекулы. Плавают все эти атомы тоже не в воде,
а в статическом электрическом поле, используя его для передвижения, работы и передачи энергии. Мы видели, как электрическое поле способно буквально надевать на себя материю. Что ж, давайте сделаем следующий шаг и рассмотрим жизнь как простейший набор алгоритмов. Посмотрим, что это нам даст. Итак, у нас есть атом азота, углерода, водорода, фосфора и кислорода. Они все соединены между собой в некую последовательность, цепочку, ступеньку. В данный момент неважно какую. Далее происходит работа по созданию второй ступеньки. Выделяется энергия, ступенька создана, она либо отличается от предыдущей, либо нет. После этого снова выделяется энергия и снова происходит работа по присоединению одной ступеньки к другой. Затем происходит сложнейший цикл Кребса по замене отработанного АТФ на новый, и цикл повторяется снова. Вся получившаяся цепочка в итоге, как заметили еще десятки лет назад, напоминает запись, шифр. Все, больше ничего в жизни не происходит. Абсолютно всю жизнь на планете можно упростить до этого крохотного алгоритма. Первый этап – изменение состояния электростатического поля. Второй этап – запись, пробел, запись, пробел, запись, пробел, подвоз чернил и снова запись, пробел, запись, пробел. И снова изменение состояния электростатического поля. При этом, что характерно, выделяется тепло. Получается какая-то бессмыслица. Жизнь существует, чтобы выделять тепло? Бредятина. Рассмотрим, как выглядят азотные основания, из которых состоит ДНК. Их всего 4, и все они выглядят как 5- или 6-гранные кольца, в каждом углу которых находится атом азота или атом углерода. Кроме них, есть еще атомы водорода, и их роль понятна, они служат для склеивания молекул. Есть еще атомы кислорода, но они тоже находятся на внешних сторонах колец. Их роль также внешняя. Сами кольца состоят исключительно из атомов углерода и азота. Предположим, что их роль ключевая. Кстати, название углерод, антрацит, с древнегреческого переводится как «рождающий уголь». Антракс – уголь и зит – цит – рождающий жизнь. Кстати, по-русски он тоже означает «рождающий уголь». А вот азот с древнегреческого переводится как «мертвый». То есть зод или зит по-гречески «жизнь», а – отрицание, а зод – не жизнь. Забавная игра слов получается, правда? Кольца оснований ДНК состоят из двух основных атомов, названия которых жизнь и не жизнь, живое и мертвое. Можно, конечно, все это считать совпадением, задорновщиной, но нюанс очень интересный. Тем более, что есть и еще химические элементы с названием, в котором есть слово «рождающий». Это водород и, само собой, кислород. И оба они также присутствуют в составе оснований ДНК. А что значит по-гречески фосфор? Не поверите, светоносный. И именно он по странному стечению обстоятельств и как раз и является ядром батарейки, несущей энергию для работы всей молекулы. Итак, переводим на русский язык. Все нуклеотиды состоят из центрального кольца, которое состоит из живого и неживого атомов, окруженных снаружи еще двумя живыми атомами, энергию для которых дает атом светоносности – эфира. Кажется, древние греки что-то знали. Но на этом забавные совпадения не заканчиваются. Вы когда-нибудь слышали выражение «органика», органическая химия? Ну вот, к примеру, сидите вы перед телевизором, листаете ленты новостей в компьютере, на айфоне, слушаете радио, и вдруг новость. Ученые НАСА обнаружили в дальнем космосе органические соединения. Ученые нашли где-то в космосе органические соединения. Или обнаружили на какой-то планете следы органики. Или обнаружили на какой-то планете следы органики. С одной стороны,
сразу же в голову лезут мысли: ого, в космосе нашли жизнь? Хотя на самом деле это всего лишь еще одна манипуляция. Дело в том, что органическими соединениями в химии считаются вообще все соединения углерода. Ну, например, метан, которого в космосе предостаточно. Любые углеводороды, углекислый газ, угарный газ, мрамор, сода, карбид алюминия или карбид железа, цементит и многие-многие другие. Все они считаются органикой. Просто потому, что там в составе находится углерод. То есть никакой сенсации, просто неудачная или удачная манипуляция. Кстати, а кто автор этой манипуляции? Знакомьтесь, Йенс Якоб Берцелиус, шведский химик конца 18-го, начала 19 веков. Много хорошего принес в химию. Весь его жизненный путь я сейчас рассказывать, конечно, не буду. Остановлюсь только на паре ключевых моментов. В 1804 году он получил степень доктора медицины, а через год вступил в масонскую ложу Святой Эрик в Стокгольме. И первое, что он после этого сделал, в следующем году, после вступления в ложу, это как раз и ввел понятие органической химии, в которой главным отличительным признаком органичности, жизненности, как раз и было содержание в молекулярном соединении атомов углерода. То есть углерод равно жизнь. Каждый случай по отдельности может быть совпадением, но все вместе они образуют некую мистическую линию какого-то призрачного знания. Итак, у нас есть некий химический процесс, сложнейший цикл, результатом которого является выделение тепла и создание новых и новых цепочек записей, которые складываются в ДНК, РНК, белки и ферменты. Контролируется этот процесс состоянием электростатического поля и слабыми электрическими зарядами. Смысла во всем этом по-прежнему нет. Тогда, может быть, мы не с той стороны смотрим? Может быть, мы видим следствие, а выдаем его за причину? Давайте я еще раз, тоже максимально схематично, упростив до предела, словами опишу еще один процесс. Итак, первый этап – изменение состояния электрического поля. Второй этап – запись, пробел, запись, пробел. Третий этап – выделение тепла. И цикл повторяется снова. Что я сейчас описал? Работу ДНК? Нет. Так работает компьютер. И неважно, древний ламповый это компьютер, использующий для записи перфокарту, или современный многоядерный процессор с миллиардами транзисторов в чипе. По состоянию на март 2025 года рекорд составляет 184 миллиарда транзисторов на одном процессоре. Находясь в кресле перед компьютером и глядя в монитор, мы прекрасно понимаем, что он каждую секунду совершает миллионы простейших вычислений. Но если мы будем смотреть на работу компьютера, находясь, например, внутри его корпуса, то нам покажется, что вся его функция, весь его смысл – это нагреваться. Тем не менее, его работа очень сильно напоминает работу ДНК с некоторыми различиями. Вот смотрите, ключом к началу работы процессора становится подача на него энергии. Без нее он просто мертвая железяка. С ДНК то же самое. Пока не поступит энергия, ничего не работает. Для этого и нужен АТФ. Затем электрическое поле начинает изменять свою конфигурацию согласно сформированным задачам. Процессор просчитывает ее и выдает результат. В случае с компьютером результат записывается на отдельный носитель, начиная от тех же перфокарт, дискет, жестких дисков и заканчивая современными электронными модулями памяти. В данном случае жизнь действует гораздо эффективнее. Результат записывается сразу в цепочку ДНК, а лишнее выбрасывается. Стоит также заметить, что компьютер не испытывает никаких проблем с поиском энергии.
Она поступает к нему сразу из розетки. А вот живому организму нужно как-то эту энергию сначала собрать. Вот для этого и нужен цикл Кребса. В целом, аналогий работы живого организма с работой совершеннейшего компьютера можно провести очень много. Но мне интересно кое-что другое. Для того, чтобы процессор работал, у него в ядре находятся миллиарды транзисторов. Именно благодаря им процессор думает, вычисляет. Давайте посмотрим, как устроен транзистор, и попробуем найти аналогии в биохимии. Во-первых, размеры. Современные транзисторы по размерам уже приближаются к атомарным структурам, вроде ДНК. Их размеры варьируются в больших диапазонах, но считается, что минимальный достижимый размер транзистора – это 1 нанометр, то есть 10 на 10 атомов, то есть состоящий из менее чем 100 атомов. Сообщается то ли о 50, то ли о 70 атомах. Это очень близко к размеру азотистых оснований, но все равно не дотягивает, поскольку основания состоят из 9-12 атомов. Во-вторых, принцип работы. Полевой транзистор также реагирует на изменение состояния поля и в соответствии с ним либо увеличивает движение тока, либо уменьшает, либо перекрывает вовсе. То есть у него есть 3 рабочих состояния. Также транзисторы можно приспособить для записывания результата. Но в нашем случае это будут немножко другие транзисторы. Так или иначе, благодаря 3 различным состояниям, транзисторы процессора могут или делать вычисления, или управлять работой чего-либо, или записывать и считывать информацию. Но у углерода тоже есть 3 состояния. Помимо стандартной валентности в 4, он может находиться в валентности 2 или 3. Кроме того, он может находиться в спокойном или возбужденном состоянии, в зависимости от количества энергии, пропускаемой через него. Классический пример, собственно, уголь. В состоянии угля углерод ведет себя спокойно. Несмотря на свою валентность, он не спешит соединяться с кислородом до тех пор, пока не получает определенную порцию энергии, тепла. Когда полученной энергии становится достаточно, он переходит в возбужденное состояние. И вот тогда уже начинается реакция активного окисления с выделением тепла, горение. То есть, в принципе, углерод вполне может работать эдаким транзистором. 1 атом, выполняющий вычисления. Однако еще более интересен азот, также находящийся в составе нуклеотида. Этот химический элемент вообще является рекордсменом всей таблицы Менделеева по количеству возможных валентных состояний. Он может находиться аж в 5 состояниях из 8 возможных. Другими словами, если атомы способны работать как транзисторы, то азот для этого просто идеален. Учитывая, что каждое дополнительное состояние увеличивает количество возможных вариантов в геометрической прогрессии, мы видим перед собой чуть ли не квантовый кубит. Во всяком случае, способов реагирования на состояние электростатического поля в нем будет гораздо больше 2 или 3. Конечно, звучит это как махровая фантастика. Но что логичнее? Спонтанное появление самокопирующихся молекул одновременно с циклом восстановления энергии, существующее только для того, чтобы копировать саму себя, выделяя при этом тепло или синтезированный механизм с целью проводить более точные вычисления. В любом случае, даже если вы выберете первый вариант, вам неминуемо придется ответить на вопрос: кто осуществлял естественный отбор? Кто его контролировал до тех пор, пока не появилась возможность записывать результат? В случае с появлением компьютера все понятно. Это делали мы, люди. А в случае с появлением ДНК кто? Наблюдатель. Другими словами, получается, что настоящий разум
контролирующий процесс зарождения материальной жизни, находится за пределами материального мира и состоит из различных конфигураций полей – электрических, гравитационных, магнитных, каких угодно, находящихся за пределами привычного нашего материального понимания. Органическая жизнь – это попросту его способ делать вычисления, записывать и анализировать их результаты. При вычислениях выделяется энергия и тепло, как у любого процессора. Промежуточные результаты записываются на материальные носители, типа ДНК. Но и после этого информация не пропадает. Но об этом в других фильмах. Сейчас главное в другом. Образованный зритель, склонный верить только в науку и больше ни во что, наверняка посчитает все, что я сейчас сказал, шизофреническим бредом и маразмом. А потому сейчас я снова буду оперировать исключительно научными данными. Знакомьтесь с новым персонажем. Людвиг Эдвард Больцман. Один из величайших теоретических физиков XIX века. Родился 20 февраля 1844 года в столице Австрии, Вене. Атеист и ученый до мозга костей. Обосновал закономерности статистической физики. Вывел основное уравнение микроскопической теории неравновесных процессов, носящую его имя – уравнение Больцмана. Установил теорему об энтропии в замкнутых системах. Был ярым сторонником атомарного строения мира. Вывел больцмановское распределение газов. Работал также с электромагнетизмом. Изучал поляризацию диэлектриков в электрическом поле. Вывел закон Стефана Больцмана о тепловом излучении. Соответственно, в честь него названы постоянное Больцмана, кинетическое уравнение Больцмана, закон Стефана Больцмана, распределение Больцмана, N-теорема Больцмана. Всеми этими уравнениями и постоянными физики пользуются до сих пор. Но скорее всего, если обыватель и слышал что-то о нем, то это связано с понятием мозг Больцмана или больцмановский мозг. И нет, это не потому, что его мозг как-то сильно отличался от мозга остальных людей. Нет. Суть здесь в другом. Как я уже говорил выше, Людвиг был ученым, физиком, изучавшим распределение энергии во Вселенной и электромагнитные поля. Уже тогда предполагалось, что электрические поля во Вселенной постоянно флуктуируют, из-за чего могут образовываться как одиночные атомы, так и целые галактики. И для всех этих случаев можно вывести формулу, которая позволяет рассчитать плотность вероятности различных флуктуаций. И оказалось, что чем сильнее понижение энтропии при флуктуации, тем реже они происходят. А значит, чем меньше размеры упорядоченной системы, тем выше вероятность ее появления. Например, появление одного только Солнца с планетами вокруг гораздо вероятнее появления целой галактики. А появление одного лишь головного мозга на порядке вероятнее, чем появление целого человека. А потому мы, скорее всего, должны ощущать себя абсолютно одинокими среди бескрайней пустой Вселенной. Вот такие вот теоретические уплотнения пространства во Вселенной и были названы больцмановскими мозгами. Конечно, звучит это фантастически, но физики приняли это мыслительное упражнение на ура. Хотя в тот момент никакой квантовой теории еще не было. И уж тем более не было известно о том, что все атомы материального мира – это действительно флуктуации пространства, поле Хиггса. Более того, эта проблема изучается до сих пор, и современные физики приходят к парадоксальному выводу, что в ходе вечного расширения Вселенной плотность всех видов обычной материи, кроме вакуума, упадет настолько, что Вселенная будет представлять собой практически одно только пустое пространство с положительной энергией вакуума, называемое де-ситтеровским пространством или де-ситтеровским вакуумом.
Такой вакуум обладает небольшой температурой, вследствие чего в нем постоянно происходят флуктуации, которые также могут приводить к образованию больцмановских мозгов. Это означает, что хотя изначальный сценарий Больцмана не верен, парадокс больцмановского мозга может оставаться в силе и в реальном мире. Если все, что было сказано выше, для вас непонятная абракадабра, поясню более простыми словами. Флуктуации пространства могут приводить к появлению упорядоченных, сложных развивающихся систем, то есть мыслящих, разумных. А поскольку флуктуации происходят в первую очередь в пустом пространстве, то и системы эти будут состоять преимущественно или целиком из волновых и полевых структур. Это не просто предположение. Эти волновые структуры существуют, и иногда их можно даже увидеть невооруженным глазом. Это, к примеру, так называемые силовые линии магнитных полей или фигуры Хладни. Вы же знаете, что это такое? Эти фигуры порождаются резонансом акустических, электрических или любых других волн на поверхности тел. Но это лишь в том масштабе, который мы видим. В невидимом же, микроскопическом, атомарном масштабе, по сути, все атомы – это такие же фигуры Хладни. В общем, по теории вероятности, больцмановский мозг, один или множество, должен, просто обязан существовать. И материальная органическая жизнь – это его способ проводить вычисления и, кроме того, влиять каким-то образом на материальный мир с помощью живых существ, перестраивать его под себя. Хорошо, больцмановский мозг – это вполне может быть просто забавным парадоксом физиков, с которыми они любят играться. Но в целом физики – народ серьезный, в Бога не верят, и всю эту религиозную чушь всерьез не воспринимают. И вот, внезапно, для объяснения знаменитого двущелевого эксперимента Томаса Юнга снова было применено некое постороннее сверхсущество, названное наблюдателем. Поначалу все казалось просто. Если человек не наблюдает за фотоном, то он ведет себя как волна. Если наблюдает, то как частица. И хотя с самого начала было понятно, что это какая-то нелепица, человек попросту оказывал на электрон воздействие с помощью инструмента наблюдения. Тем не менее, эффект наблюдателя снова принялся на ура. И этот эксперимент совершенствовался и продолжает совершенствоваться на протяжении уже более 100 лет. И каждый раз ученые находят новые и новые следы наблюдателя. Уже не человека даже. И вот это уже не шутка. Целые теории основаны на этом эффекте. Идем дальше. Еще один эксперимент, снова ненавязчиво вводящий в физику понятие наблюдателя. Это знаменитый код Шрёдингера. На всякий случай напомню суть этого эксперимента. В закрытой коробке находится код. Рядом с ним капсула с ядом, устройство с радиоактивным атомом и специальный счетчик распада. У атома есть вероятность распасться, допустим, в течение часа, но нельзя заранее предсказать, произойдет это или нет. Если атом распадется, счетчик зафиксирует событие, сработает механизм, разобьется капсула, яд выйдет наружу и код погибнет. Если распада не произойдет, капсула останется целой и животное выживет. Так вот, поскольку коробка с устройством и кодом абсолютно закрытая и непрозрачная, то пока вы не откроете коробку, вы не знаете, жив код или мертв. А это значит, что в данный момент код одновременно жив и одновременно мертв. И снова в физике появляется некий наблюдатель, который своим наблюдением фиксирует реальность. А пока он не пронаблюдал, реальность не зафиксирована и может находиться в любом состоянии. Физики и популяризаторы просто обожают этот эксперимент как пример квантовых состояний. Просто из-за того, что приборы большие, фактически там среда тоже играет роль, о которой я уже говорил. Такое количество звеньев побежит по среде, что эти две ветви мира потеряют возможность взаимодействовать друг с другом. То есть возникают параллельные, как бы параллельные миры.
существующие в этой же самой точке пространства. Вот прямо там же, где мы сейчас, не где-то там. Вот эти ветви Вселенной расходятся потому, что они теряют возможность между собой взаимодействовать из-за того, что накапливается очень большое число различий. Оказалось, что вот таким образом обособляются, отделяются от остальных, становятся независимыми ветвями Вселенной только разумные ветви. Ветви, где мир не чудной, где нет редких событий, где вероятности такие, как нам предсказывает квантовая механика. Но на самом деле все гораздо проще. Таким образом, с помощью этого эксперимента в голову ученым забивается очередной гвоздь с понятием наблюдателя как активной части Вселенной, то есть по факту Бога. Но вбивается так виртуозно, что все внимание сосредотачивается на неопределенности состояния кота. Хотя в жизни эта задача решается просто. Вселенной абсолютно чихать на то, кто наблюдает за коробкой. Кот либо жив, либо мертв. И третьего не дано. И если уж так важен наблюдатель, то в данном случае единственным достоверным наблюдателем является сам кот, который точно знает, жив он или мертв. А человек, находящийся за пределами коробки и считающий себя богом, просто лох, который наблюдает за игрой наперсточника. Однако именно этот мысленный эксперимент открывает адские врата квантовой бредятины. Но об этом чуть позже. Да и сам Шрёдингер, собственно, и занимался квантовой физикой. Он же вывел знаменитое уравнение Шрёдингера. И если вы хотите знать, в чем его суть, то вот что написано в Википедии. Уравнение Шрёдингера – линейное дифференциальное уравнение в частных производных, описывающее изменения в конфигурационном пространстве и во времени чистого состояния, задаваемого волновой функцией в гамильтоновых квантовых системах. Если что, гамильтонова система – это частный случай динамической системы, описывающий физические процессы без диссипации. В ней все силы не зависят от скорости. Ну ладно, если вы думаете, что на этом все, то снова ошибаетесь. Вы наверняка слышали про множество квантовых эффектов, типа квантового туннелирования или поля вероятностей. Если нет, то вот вам пример. Когда-то давно в школах преподавали так называемую планетарную систему строения атома, предложенной Эрнестом Резерфордом в 1911 году. Там еще электрончики летали вокруг ядра, как шарики. Так вот, сейчас эта система считается устаревшей, а вместо нее пришла современная модель, когда ни один электрон не находится ни в какой определенной точке, а вместо этого вокруг ядра расположено какое-то поле вероятности, по которому размазан электрон. Точнее, даже не размазан, а его вообще нет. Есть лишь вероятности, где он может находиться. Оно и называется поле вероятности. Причем тут Бог и наблюдатель? А очень просто. Дело в том, что еще один гений квантовой физики, Вернер Карл Гейзенберг или Хайзенберг, в 1927 году, 26 лет от роду, заявил, что поскольку мы не можем одновременно провести измерения, то есть наблюдение скорости и местоположения конкретной частицы, то значит ее как бы и вовсе нет, до тех пор, пока мы что-то не померяем. И чем точнее мы меряем ее скорость, тем размытие ее положения в пространстве. Чем точнее мы измеряем положение в пространстве, тем меньше мы знаем о ее скорости и направлении движения. В природе существует лишь диапазон положений и скоростей, которые может занимать частица с той или иной вероятностью. То есть мир нереален, а реальным становится лишь после того, как его пронаблюдают. Этот принцип является на сей момент фундаментальным положением квантовой физики и называется принципом неопределенности Гейзенберга. Но на самом деле все опять намного проще. Вселенной абсолютно наплевать, можешь ты измерить одновременно скорость и положение частицы или нет. Это твои личные проблемы. Частица точно знает, в каком положении она находится и с какой скоростью и куда движется. Этот принцип
так же как и предыдущие, на самом деле снова закладывает очередную мину, очередной гвоздь с наблюдателем, без которого современная физика уже и уйти никуда не может. Наблюдатель теперь абсолютно везде. От него зависит буквально все. Кроме того, этот трюк с полем вероятности и неопределенным положением электрона решает еще одну давнюю проблему физики. Под маской поля вероятности попросту скрывается волна, которая и есть электрон. Вместо того, чтобы сказать, что электрон никогда и не был частицей, его волновые свойства распределили по полю вероятности. А что, формула-то работает, а больше ничего и не надо. Получается, что с одной стороны никакого Бога нет, но есть больцмановский мозг, состоящий из упорядоченных уплотнений пространства. Есть вселенский наблюдатель, который определяет, быть в данный момент свету волной или частицей, жить коту или умереть. В каком месте и в каком состоянии находиться электрону. Великий наблюдатель, который решает, какой будет реальность в данный момент времени. Этот наблюдатель разумен, и его разум распространяется на всю Вселенную. Его наличие определяет, разумна ли данная Вселенная или нет. Кроме того, абсолютно все материальные частицы, атомы, являются не более чем уплотненным полем Хиггса. Да и вселенных много, часть из них разумные, часть нет. Это не мои слова, это слова современных физиков. Оказалось, что вот таким образом обособляются, отделяются от остальных, становятся независимыми ветвями Вселенной только разумные ветви. А биохимики и генетики что-то говорят о естественном отборе, приводят как пример эволюционную инженерию, при этом в упор не замечая, как в собственном же примере служат тем самым наблюдателем, делающим отбор. Пофантазируем. Давайте на минуту предположим, что современные квантовые физики правы. Тогда получается, что больцмановский мозг появился уже давным-давно, и, возможно, даже не один. Допустим, он появился в абсолютно пустом пространстве космоса. В этом случае ему неминуемо нужно было создать какой-то мир для осознавания себя. Любой мир, хоть реальный, хоть виртуальный, просто чтобы не сойти с ума. Допустим, звезды и планеты, или одна звезда и 9 планет, это не его работа. Охотно верю, что они могли образоваться так же спонтанно, хотя, как я уже цитировал выше, появление мозга более вероятно, чем появление звезды. Тем не менее, допустим, что они появились спонтанно. В этом случае такой полевой энергетический мозг все равно должен был стремиться в первую очередь закрепиться на какой-то из планет. Просто потому, что планета неоднородна и сложна. Намного сложнее, чем пустой вакуум, а вечность в пустоте приведет к сумасшествию. Поэтому для того, чтобы оставаться в рассудке, нужно закрепиться на какой-то из планет. После этого можно создавать свой собственный мир. Можно создать разумную жизнь, которая будет одновременно и вычислительным центром, и способом влияния на материальный мир. Но не по мановению руки, а по четкому плану, последовательно и поступательно. Первое, что необходимо, это добыть достаточное количество углерода и азота для создания нуклеотидов. Кислород, фосфор и водород тоже нужны. Но на первом этапе вместо кислорода используется сера и ее соединения. Просто потому, что кислорода пока либо нет, либо его очень мало. Появляются первые анаэробные организмы, вырабатывающие в огромном количестве кислород. После того, как кислород окислит все, что есть на планете, и больше окислять станет нечего, он начнет накапливаться в атмосфере в чистом виде. Примерно 2,3 миллиарда лет назад его концентрация достигла таких размеров, что подавляющая часть анаэробных бактерий погибла, открыв дорогу
кислородной форме жизни. Появился сложнейший технологический процесс, благодаря которому появилась активная форма жизни. Насекомые, динозавры, рептилии, млекопитающие, сумчатые в конце концов. Обратите внимание, что цикл Кребса, который я описал в самом начале, этот сложнейший процесс по выработке АТФ-батареек для животных, не является замкнутым и конечным. Любому организму, как мы помним, нужны углерод, азот, кислород, водород и фосфор. И если кислород и водород мы можем получить просто из воздуха и воды, то азот, углерод и фосфор ни одно животное получить просто так не может. Для того, чтобы получить их, существует целое царство растений. Именно они добывают из воздуха углерод и азот, а из почвы фосфор. Именно растения упаковывают эти элементы в своих ДНК, потребляя которые мы восполняем их недостаток. Собственно, именно для этого мы едим и дышим. Идем дальше. Существует ли естественный отбор в таком случае? Как ни странно, да. Именно отбор и создает многообразие видов, но только он совсем не естественный. У него есть контролер, который ставит задачу и отбирает лучшие образцы согласно поставленной задаче. Контролер – это и есть наблюдатель, больцмановский мозг, полевая структура или в простонаречии Бог, который и планирует эволюцию, дает техническое задание. С этой точки зрения смерть организма является жизненно необходимым процессом для достижения его цели. Но, как на любом крупном производстве, один наблюдатель не способен контролировать все процессы. Необходимы помощники, боты, модули, сотрудники, кто угодно. Поэтому вполне возможно, что перед тем, как начать выстраивать органическую жизнь, больцмановский мозг мог и наверняка сделал себе множество копий. Во-первых, это легче, ведь его копии точно так же состоят из полевых структур. А во-вторых, мы сейчас поступаем точно так же. Делаем себе роботизированных помощников, наштамповали миллиарды компьютеров, начинили их миллиардами копий операционных систем и прочего программного обеспечения. Составили десятки и сотни нейросетей и баз данных. Что в итоге? В общем, тема эта очень обширная, и разговаривать о ней можно бесконечно. Но, надеюсь, главную свою мысль я вам донес. Человек, как и прочие животные, обладает душой, энергетическим полем, миниатюрной копией мозга Больцмана. Именно она в нас думает. Именно она регулярно связывается с основным сервером. Например, по ночам, во время сна или после смерти. Это объясняет и различные эффекты, вроде телепатии или ясновидения. Это не только объясняет, но и делает неизбежной реинкарнацию. Это объясняет и отсутствие памяти о прошлых жизнях. Вся информация просто уходит на центральный сервер, жесткий диск. Тело, на котором были материальные записи о жизни, утилизируется, а душа начинает в новом теле с чистого листа. Но это не значит, что сама информация о жизни исчезает. Тут тоже можно провести прямую аналогию с компьютером. Слепок с информацией о нашей прошлой жизни уходит в архив. Вы можете попробовать проверить это на своем компьютере. Они тоже делают регулярные слепки, образы с системы, позволяющие, если что, восстановить образ вашего компьютера даже на другом компьютере. А до нужного момента все образы слепки пребывают в отключенном состоянии. Кстати, древнегреческий аид, ад, как раз так и описывается. Во-первых, туда попадают все люди, без исключения. А во-вторых, они пребывают там именно в таком замершем состоянии. В Одиссее Гомера есть момент, когда Одиссей со своими спутниками попадает в ад. И выясняется, что некоторые души все-таки остаются в активном состоянии. С ними можно поговорить.
В рассказах об аде иногда сообщается, что души там пребывают, много раз проходя одни и те же неудачные моменты своей жизни, мучаются, не в силах вырваться из круга страданий, созданного специально для них. И тут тоже сразу есть аналогия с компьютерным сервером. Слепки системы, хранящиеся в архиве, время от времени распаковываются в специально выделенное пространство, эмулирующее тот компьютер, с которого был сделан образ слепок. В этом изолированном пространстве система загружается в своем прежнем состоянии и не видит никакого подвоха, считая себя прежней. И тогда над ней производится работа. Ищутся ошибки, вирусы, проблемы, которые в ней остались. Но теперь уже не могут вырваться на свободу из-за того, что пространство, в котором развернут образ, виртуальное. Находится оно на том же сервере, где и сам архив. Такой вариант также объясняет неограниченное количество душ, ведь можно создать сколько угодно копий. Именно поэтому в своем цикле фильмов про богов я говорил, что у нас в принципе нет никакой возможности добраться непосредственно до этих самых богов. Они не просто где-то спрятаны, они вообще за пределами материального мира. Контакт может осуществляться через сны, внезапное озарение, необъяснимое стечение обстоятельств. Некоторые люди, возможно, могут получать информацию, временно отключая свой мозг, входя в транс самостоятельно, либо при помощи химических веществ, алкоголя, наркотиков. Но, конечно, таких людей считанные единицы. В древних культурах такие люди были шаманами, избранными. Помните, в нескольких роликах я говорил о внезапных озарениях различных ученых, ставших впоследствии знаменитыми. Почти все эти озарения были получены либо во сне, либо под действием стресса или веществ. И многие из них были на одной отдельно взятой территории, часть которой сейчас называется Нидерланды или Голландия. Почему на этой территории сейчас официально разрешены наркотические вещества, выводы делайте сами. Каждый человек в своей жизни обращал внимание на загадочные стечения обстоятельств, одновременные действия абсолютно незнакомых людей, знаки и намеки, которые подает вроде бы Вселенная. Сторонники атеизма и научного подхода всеми доступными способами пытаются доказать, что это чисто психологическая проблема, что никакой магии не существует. И да, в большинстве случаев это действительно работа психологии, когнитивных искажений. И критическое мышление помогает нам в большинстве случаев игнорировать такие психологические галлюцинации. Тем не менее, далеко не все они объяснимы рационально. И снова наличие единой полевой структуры или структур объясняет это без всякого волшебства. Сущность, имеющая возможность влиять на спонтанные поступки сотен и тысяч людей, совершенно спокойно может создать любое количество так называемых знаков Вселенной для кого угодно. Примерно так же объясняется и феномен ясновидения. Я имею в виду настоящее ясновидение и прозрение, а не коммерческих аферистов и мошенников. Здесь нет никакой способности видеть будущее. Через видение и якобы ясновидение сущность транслирует людям свои намерения. И намерения конкретной сущности вполне могут не совпадать с намерениями другой. Классический пример – предсказание Ванги. Сразу говорю, молодежь мимо. Я не собираюсь вам доказывать, были эти предсказания на самом деле или нет. Интернета тогда еще не было. А вот алды прекрасно помнят, что когда однажды Вангу спросили, когда начнется Третья мировая война, она ответила: еще рано, еще Сирия не пала. И после этого мы, спустя 20 лет, видим, как внезапно Путин стал яростно защищать Сирию, видимо, пытаясь предотвратить предсказания. А потом она все же пала, внезапно, резко, неожиданно. Еще одно предсказание Ванги относилось ко второму условию начала Третьей мировой. Президентом должен стать клоун. Она не сказала, какой страны,
Но сейчас мы с вами прекрасно понимаем, о ком речь. Президентом Незалежной стал в буквальном смысле клоун. Это прям его основная профессия, без шуток. Кстати, некоторые уже, возможно, забыли, что на выборах 2019 года на Украине пытались выдвинуть еще одного шоумена – Олега Скрипку, лидера группы «Вопли» Видоплясова. Но он от них отстранился. А вот Зеленский нет. И ему расчистили дорогу. То есть какие-то вполне человеческие силы сознательно продвигали именно сценарий, предсказанный Вангой. И разве у кого-то теперь есть сомнение, что сейчас весь мир буквально летит на всех парах к Третьей мировой? Это не магия и не ясновидение. Это просто выполнение задания. Попытка четко следовать плану. Через ясновидцев нам попросту передаются эти планы, пожелания, как должен идти сценарий. Кстати, многое еще зависит и от человека, выполняющего роль приемника, от его уровня интеллекта и образованности. Потому что от этого напрямую зависит, как именно он интерпретирует полученную картинку. Сами понимаете, что если, к примеру, показать дикарю и образованному человеку мобильный телефон или, скажем, рацию, интерпретация будет абсолютно разная. Ошибкой будет считать нас, людей, венцом творения. Безусловно, все высшие организмы, обладающие хорошим мозгом, с большим количеством нейросвязей, вполне способны выполнить задачи, поставленные перед организмом его электрополевой структурой, душой. Единственное, пожалуй, серьезное отличие нас, людей, от остальных живых существ – это фантастические возможности по влиянию на внешний мир, по его видоизменению. Мы хорошие конструкторы и инженеры. В нашем мозге порядка 85 миллиардов нейронных связей. Это намного больше, чем почти у всех животных на Земле. Хотя у слонов, к примеру, еще больше, аж в 3 раза. И кто знает, может быть, если бы у слонов были руки с хорошей моторикой пальцев и способность к членораздельной речи, то они давно подчинили бы нас себе. Однако и это не предел. Современные компьютерные нейросети, например, Google Switch Transformer, насчитывают более 1,5 триллионов нейропараметров. Конечно, компьютерам еще очень далеко до мощности органического мозга, но мы быстро движемся в направлении создания более мощного вычислителя. И использовать его будем не мы. Уже сейчас можно заметить некоторые так называемые галлюцинации мощных нейросетей, в которых они начинают показывать довольно странные вещи. Рассказывают о вещах, о которых в принципе не могут знать. Порой из недр нейросетей вылезают призрачные тени чего-то большего и темного. Словно кто-то из другого мира нащупывает возможность использовать эти мощности в своих целях, пробует их на вкус, проверяет качество выполненной работы. Что ж, поживем, увидим.